Всем добрейших вечерочков в этот вторник. Какой там, 8 июля у нас сегодня вроде бы, да? Тестил я сегодня весь день, точнее все свободное время, несколько часов неустрашимых. Перепробовал разные варианты. И Велиус на разломе, Таривол на разломе, и Сутха на разломе, и Натаниэлю побольше там щитов, и другую ветку, и артефакты разные у них, и статы разные упор. Короче, нашел самый лучший вариант вот такой. Это максимальный урон, который я делал сегодня. И до этого был близкий к нему, и он тоже был с такой комбинацией. Так вот, что у меня получилось в итоге? Такая пачка. Главный дамагер, понятно, Настенка. Вспомогательный у нас Велиус. Живут они около 8 минут 50 секунд. То есть они начинают секунд за 20, за 30 умирать. Начинают Сутхи, потом Натаниэль, ну и потом все остальные. Почему Сутхи? Давайте посмотрим почему. Что у нас за пачка? Я сейчас сначала ее сохраню. Пачка у нас такая. На дамаге у нас Настенка. Понятно, что ей крит, не обязательно до 100, потому что она набирает с пассивки там доп крит шанс. Понятно, что ветка талантов одна единственная для нее, вот с этим навыком эксклюзивным. Крит шанс, атака, все по классике. Миф шмот тоже по классике, я тут стихийно его улучшил чуть-чуть. Эксклюзивный артефакт на ней. Понятно, крит урон, атака. В общем так, с Настенкой все, в принципе, понятно, ничего особенного. И Велиус тоже. Артефакт у него веер, естественно, он на доп урон, кто не знает. Выкручиваем ему атаку, просвещенность и получаем возможный, самый высокий для него из возможных урон. Ну и, по крайней мере, с поправкой на тот шмот, который у меня здесь есть. В отличие от Настенки, у него еще вот одна такая шмотка, потому что на 20% увеличивает, отставит отметку на босса и увеличивает на 20% входящий дополнительный урон. Так как Велиус у нас по доп урону, понятно, у него просвещенность, поэтому Велиус у нас с пассивки наносит весь урон свой основной за счет простых атак, либо навыков, которые сочетаются с простыми атаками союзников. Ветка у него талантов я поставил вот эту, там где идет увеличение атаки, увеличение, нанесение дополнительного урона. Это здесь не надо, он от абсолютного навыка там мало что дамажит. Так, опять же я случайно нажал. Это, кстати, уже не первый раз, когда я случайно это нажимаю, сбиваю себе шмот. Не очень так удобно они. С одного нажатия позволяют все снять и потом запутаться. Так вот, Велиус, понятно, тоже ничего такого. Натаниэль у нас вроде бы в танк-сете, да, но пускай вас это не обманывает, танк-сет у него для того, чтобы на себя забирать часть урона. У Дикости, кто помнит, там Надоль в таком же сете, и он берет весь урон на себя. Здесь же Натаниэль, я ему на всякий случай поставил эту миф-шмотку на хил, чтобы он хотя бы немного себя подхилил, так как у него хил не такой уж сильный, хотя хороший, но не такой сильный. Так как он с боевого и так рассеивает дебаф на защиту, который кидает на нас Нептун, то я пренебрег шмоткой, которая шмоткой, которая снимает дебаф при наложении щита. Понятно, что вот это вот очень нужный артефакт для Натаниэля, как и для любой другой пачки, которая с одним сапом, потому что такое вот снижение урона, это очень-очень-очень сильно играет роль. Когда он, когда щит накладывает. То есть пока щит держится, вот такое снижение урона, это очень-очень надо. И вот такую ветку я ему выбрал. Тут на хил. На хил. Все на хил. У него защиты побольше. Просвещенности вот набрал я ему, чтобы щиты были пожирнее, посочнее. В общем, как-то так. И в чем у нас изюминка этой пачки? Как я сказал, чтобы вас этот сет не обманывал, он на 15% берет на себя урон от пачки. А танчит у нас Сутха. Танчит он тем, что у него больше всего здоровья. Защиты у него немного, но это ничего страшного. Крит, понятно, Сутхи мы, чтобы у него работала вот эта пассивка. Когда он крит делает, он делает дополнительную атаку, которая считается тоже простой. То есть это очень сильно нам помогает наносить много урона с помощью Настенки и Велиуса.
Ветку я ему выбрал вот такую, потому что здесь есть увеличение скорости атаки. Ну и, соответственно, чем чаще, быстрее он бьет. Тут, кстати, у меня минус 0,5 скорости атаки интервала. Я тут выбирал на рунах скорость атаки. Чем быстрее он бьет, чем чаще, тем больше Настенка и Ивелиус наносит урона. Со своей Настенка с ульты, а Ивелиус с пассивки. И Таривол. Таривол у нас с копьем грома. Оно достаточно неплохо увеличивает урон за счет этих комбо-атак. В общем, ставил я орган несколько раз в разных комбинациях, чтобы с органа тот же Ивелиус чуть побольше наносил урона, но это не принципиально, потому что весь урон основной наносит все-таки Настенка. Поэтому орган тут почти не играет роли, то есть он неплох, но с копьем заметно сильнее. То есть там на 20, на 30 миллионов, на 40 с копьем лучше. И, соответственно, Таривол вот этим сетом ульту накидывает 10%. Также у него та же ветка талантов, как у Судхи, на увеличение скорости атаки. Потому что Таривол и Судха, они сами по себе здесь не наносят много урона, поэтому я особо тут от них не ждал чудес. И максимально увеличил им скорость атаки. И плюс помимо вот этого таланта на скорость атаки, еще есть снижение за счет рун у меня. Здесь я тоже выкручивал скорость атаки, чтобы они почаще били. Ну и шмотка миф на отхил, естественно. Это очень важно, потому что иначе они не живут. То есть Натаниэль не успевает их отхиливать. Кстати, здесь я ошибся. Здесь ему надо бы атаку. То есть ему здесь не нужна ОЗ, но это не страшно. Просто я это с Судхи перекидывал, когда Судха танковал. Я забыл убрать поставить на атаку. Но это не принципиально, потому что там, было бы на 5 миллионов больше бы общего урона. Там не 699, а там 705. Он очень мало наносит урона, поэтому там не принципиально. Вообще там на атаку надо было. Ну и не забываем, я забыл сказать, что ему, конечно же, крит-шанс нужен под 100, чтобы он с ульты со своего буста часто делал мультиатаки. У него шанс на мультиатаку с ульты, кто не знает, зависит от крит-шанса. Поэтому ему нужен крит-шанс под 100. Обязательно. Так как разлом на Судхе, то мы не ждем Таривола, пока он там этот разлом кинет, потому что он делает это с задержкой. И у нас вот такие тайминги. Тайминги у нас вот такие. Таривол начинает по умолчанию, у него там 12 секунд. И цикл 18 секунд. 18 он за счет того, что у нас сет на 10% ульты, который на пачку кидается. И от Ивелиуса от ульты ничего не зависит, поэтому ему можно на авто оставлять. Получается, у нас ультует Таривол, в тот же момент ультует Настенка. После того, как она ультует, начинает Таривол закидывать очень много простых атак. И в тот же момент Судха накидывает разлом через 0,5 секунд. 0,5 секунд. У Натаниэля цикл 20. И начинает он 26,5. Почему? Потому что у босса самая больная у нас здесь, самый больнючий, то есть самый дамажистый навык, который наносит больше всего урона, это молния. Ее нам сложно переживать, поэтому 26,5 это получается будет вот здесь. То есть первый цикл он ждет, а потом, когда второй идет и вот сюда доходит, он ультует. То есть он кидает баф на защиту и щит. Соответственно, у нас за счет щита входящий урон, пока щит держится, снижается на 17%, и баф защиты. Нептун начинает здесь бить. Здесь он ударяет молнией. И баф защиты нам еще хватает вот до сюда, когда он начинает еще бить снова. Соответственно, вот этот тяжелый участок мы проходим под бафом защиты. Ну и как бы щит надо ему кидать Натаниэлю перед молнией, потому что щит снижает, пока щит держится, как я уже сказал несколько раз, урон входящий на 17% с половиной. Поэтому молнию пережить мы сможем дольше, пока у нас перед ней есть щит. Вот, поэтому 26,5. Я пробовал другие тайминги у Натаниэля, но этот лучше всего. Потому что если делать раньше, то щит Нептун собьет раньше. А без щита они молнию уже не переживут гораздо раньше. Начинают умирать от нее. В общем так, оптимальный вариант для меня такой. Больше я набить не смог. Кто не помнит, на всякий случай покажу этот их классовый навык. Тут без всяких заморочек, просто ставьте больше неустрашимых, которые будут бить чаще простыми атаками. Чем чаще простые атаки, чем их больше, тем сильнее бьет эта тучка, и тем чаще она это делает. Вот и все.
Тут, к сожалению, в статистике не показывается отдельно урон, который нанесла тучка, так бы мы понимали, какая разница между разными пачками, между разными составами. И вообще понимали бы, насколько она полезна. А так нам показывают вот этот голый урон их, и мы не понимаем, сколько идет от нее. А это, в принципе, важно для аналитики. То есть, как нам анализировать, что мы тут набиваем, достоверно, так сказать, если мы не знаем, сколько здесь тучка. И кому вообще этот урон засчитывается. Если он не показывается в итоге, может, он кому-то засчитывается. Ну, в общем, я считаю, что это косяк. Не информативно. Не до конца информативно. Ну, сапов у нас тут меньше 2, поэтому этого эффекта у нас нет. Ну, в общем, все. Тут больше сказать нечего, вроде бы. Лучше вариантов нету. По крайней мере, наверное, бюджетных. Сравнительно бюджетных, я имею в виду. Если не рассматривать каких-то эксклюзивных сапов. Но я не знаю насчет Митрасии. Даже если бы она была, даже если она была с пробудами, смогла ли, можно было бы с ней выжить на поздней стадии Нептуна. Он же там вроде как и игнорирует бессмертие, когда набирает 150 этих своих эффектов. Вот. После достижения 150 повторов усиления урон игнорирует эффекты бессмертия и неуязвимости. То есть от Митрасии, толку, наверное, не будет. У нее же там с пассивки она дает бессмертие. Да, она может воскресить, но если она воскрешает, то там теряется энергия, то есть сбивается цикл, то есть это вообще уже не то получается. Поэтому я даже не знаю, как ее улучшить. Казалось бы, Натаниэль, но он выполняет функцию и щита, и за счет этих щитов снижения урона он и подхиливает, он и баф дает на защиту, и он еще и снимает дебаф. И это всего лишь эпик. Как и в случае с Адольфусом, это очень полезный эпик. На воронке, по крайней мере. И кем его заменить так, чтобы остались 4 ДД? Разве что Ацилией. Ацилия может быть, но она щиты не кидает. Она щиты не кидает, и урон она так не снизит. А 20% почти, извините, это много. Правда, у нее здесь таланты, я не знаю, не помню точнее. Есть, может, какие-то на снижение урона? На пачку. При сцене герой увеличивает защиту. Так он же себе увеличивает. Я так понимаю, нет тут такого. Тут такого нет, тут чисто на ее живучесть. Насколько я помню. В общем, я не знаю, кем заменить и как ее улучшить, эту пачку. Если знаете, подсказывайте. С удовольствием проверю ваши варианты. Неустрашимость, как видите, сильная, прикольная. Все-таки 700 миллионов. Это немало. Давайте напоследок, чтобы далеко не ходить. Или я это в отдельном видео сделал. Все-таки здесь надо сделать. Давайте Насте поставим другой артефакт. Потому что если делать отдельное видео про там эпики, да, то есть без Насти, без эксклюзивки, то Настю туда уже нет смысла, как-то нелогично сувать. Давайте тогда... А какой ей артефакт? Вот этот же ставят. Вот этот ставят. Кто не знает, вот этот артефакт идет по пользе после эксклюзивного. Потому что, кто опять же не знает, урон владельца увеличивается на 3% в течение 15 секунд после применения абсолютного навыка. На протяжении этого времени каждая его простая атака дает дополнительный повтор этого эффекта. До 10 раз суммируется, то есть на 30% увеличивает урон. То есть тут и крит урон, и увеличение 30% урона. Сильный артефакт для нее. Давайте попробуем, что она может без эксклюзивного артефакта. Но с поправкой на рандом. То есть здесь же не постоянно 700 миллионов они набивают. Давайте попробуем. Заодно посмотрим, как цикл работает. Вот здесь Натаниэль ультанул. Видим, что тут баф защиты держится. До этих ударов баф еще держится. И потом спадает. Боевым он часто очищает, то есть снимает дебаф защиты, который на босс кидает. И вот так вот. Таривол ультует, пока он там разгоняется, уже настенка. Тут же Судха, уже разлом, и Таривол уже начинает бить по разлому, как и в принципе настенка. И Велиус. Такая простенькая ротация. Видим, что тут уже не 900 тысяч, допустим, да, а 400. То есть более чем в 2 раза урон упал.
И что мы видим? 413 вместо 700. Но тоже неплохо, на самом деле. Тоже неплохо. Довольно-таки неплохо. Кстати, насколько я помню... Нет. Хотел сказать, что как Флора, нет. Флора, насколько я помню, набивает 700 без арта. А Настенка 700 с артом. Ну, все еще изменится. Почему? Потому что я думаю, что с Натаниэлем эта пачка может так хорошо уже не жить. На 4-й воронке я имею в виду. Если, допустим, у Яда там Фрубат и Адольфус, то есть 2 САПа, то они, наверное, будут также комфортно себя чувствовать на 4-й воронке. А вот они могут просесть. Ну, посмотрим. Пока что вот так. Такое распределение по урону. Еще осталось призывников глянуть. Хейтар, я думаю, тут... Ну, можно, конечно, Мороз посмотреть на воронке. Ну, наверное, смысла нету. Они в одну цель не очень-то играют. Ну, посмотрим, наверное, на всякий случай. А так, по неустрашимым, такие вот дела. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем хорошего настроения. И всем пока.